Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, посвященный Испании и испанскому языку. Сегодня мы погрузимся в анатомию, но не переживайте, это будет весело. Мы изучим новые внутренние органы человека на испанском языке. И, конечно, сделаем это легко, ярко и с практическими примерами. Так что приготовьтесь, будет интересно, но перед этим прямо сейчас нажмите на лайк и подпишитесь. Начнем с органов дыхания. Первый орган – это легкие. На испанском они называются los pulmones. Запомнили? А теперь небольшой интересный факт. В Испании говорят tener pulmones de oro. Это означает, что у кого-то отличные легкие, например, у певца либо спортсмена. Следующий орган – трахея. На испанском это будет la tráquea. Согласитесь, звучит похоже. А как насчет носа? Нос – это la nariz. Да, сейчас вы скажете, что это далеко не внутренний орган, но все равно, ведь полезно же. И как его пропустить, если он связан напрямую с дыханием? А вот как вы думаете, как будет само дыхание на испанском? Это слово la respiración. Повторим вместе la respiración. Теперь перейдем к органам пищеварения. Первый орган – это желудок, по-испански el estómago. Это легко запомнить, ведь слово похоже на английское. Дальше идет печень. На испанском это el hígado. А что насчет кишечника? На испанском он будет el intestino. Чтобы это лучше запомнить, у меня для вас короткая фраза. Cuida tu hígado, come bien. Это значит, заботься о своей печени, правильно питайся. Давайте проведем маленькую викторину. Как называются эти органы, о которых мы сейчас говорили? Конечно, как мы можем забыть про сердце? На испанском сердце – это el corazón. Наверное, одно из самых известных слов на испанском. Вы знаете фразу hablar con el corazón? Это значит говорить от чистого сердца. А теперь давайте посмотрим, как называется кровь на испанском. Это слово la sangre. Теперь, когда вы знаете, как сказать сердце и кровь, давайте запомним еще одно важное слово. Вена. По-испански это la vena. А вот артерия называется точно так же la arteria. Сегодня вы узнали много нового о том, как называются внутренние органы на испанском. Повторим быстро. Los pulmones, el corazón, el estómago, el hígado, la sangre. И это только начало. Скоро выйдет другое видео с лексикой внутренних органов нашего тела, которое обязательно нужно знать для сдачи официального экзамена DELI по испанскому языку. А пока вы можете посмотреть вот это видео на тему строения нашего тела на испанском языке. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. Оставляйте комментарии, в каком видео вы хотите узнать больше про испанский язык и Испанию. Hasta luego, amigos!